10-й юбилейный сезон нашей экспериментальной карьеры за молодежку РБ Лейпцига. Это та самая карьера, где я играю за Red Bull Salzburg, арендую игроков РБ Лейпцига и наблюдаю за, собственно, результатами РБ Лейпцига и стремлюсь за счет вот этой молодежки поднять уровень РБ Лейпцига. И давайте посмотрим, что для нас подготовил этот 10-й сезон. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. 5 перспективных талантов РБ Лейпцига, которых нам подготовила игра, получились довольно-таки интересны. Всего лишь один немец, и все оставшиеся 4 игрока имеют гражданство других стран. Я посмотрел на их статистику, предыдущие сезоны, и всех их РБ Лейпциг закупил из других клубов на перспективу. Собственно, эту самую перспективу я и буду раскрывать, и итоговый пиковый рейтинг этих игроков видите сейчас на экране. Я не знаю, что происходит, почему ни разу мне игрок не попадался с рейтингом пиковым больше, чем 84. Здесь опять 3 игрока с рейтингом 84, один с рейтингом 83. Очень это странно работает, но опять же работаю с тем материалом, который предоставляет мне игра. С 5 перспективными игроками мы познакомились, а теперь давайте познакомимся с результатами РБ Лейпцига. Напомню, что в прошлом сезоне они финишировали 6-ми, поэтому будут играть в Лиге Европы. Но до этого еще далеко. Начнем, конечно, с Бундеслиги, и тут у нас уверенная победа над Вольфсбургом 4-1. Но, к сожалению, против Дортмундской Боруссии ничья 1-1. Затем с минимальным счетом удалось победить Фрайбург. Но в Кубке Германии в 1/32 стадии они прошли команду не из Бундеслиги, победив 2-0. Ровно с таким же счетом, но уже в гостях победили ФК Аугсбург. Ну и также 2-0 закрыли ФК Кёльн. Но что касается той самой Лиги Европы, общий этап начался с греческого АЕКа и минимальная победа 0-1. После этого в Бундеслиге победили Герту со счетом 1-3 и с таким же счетом одолели Шальке 0-4. А еще более уверенно разобрались с Майнцем 4-1. Но, к сожалению, проиграли Байеру со счетом 0-2. Зато в Лиге Европы во втором раунде сумели победить Гент со счетом 3-0. Потом 2-0 одолели Штутгарт, 4-1 дома разнесли бременский Вердер. Ну а дальше впервые потеряли очки в этом общем этапе Лиги Европы. К сожалению, ничья 1-1. После нее впервые за последние 3 сезона РБ Лейпциг проходит дальше 1/16 кубка 5-0. Разгромнейшая победа. Чуть менее крупно, но также довольно уверенно победили Хофенхайм. Ну и то же самое можно сказать и про матч против Айнтрахта. Но вот против не самой грозной команды Лиги Европы снова теряют очки, ничья 1-1. Ну и ничего удивительного в том, что в очередной раз проигрывает Бавария, в этот раз 4-1. Еще и 0-0 нулевая ничья против Хайденхайма. Но зато после этого добывают 3 очка против Боруссии Мönchengladbach в гостях, победив 4-1. Ну и в этот раз уже побеждают с минимальным счетом в Лиге Европы. Снова из-за ничьи, в этот раз 0-0 теряют очки в Бундеслиге против Юниона Берлина. В итоге декабрь закончился, и те самые 5 игроков, которых я вам до этого показывал, возвращаются в состав РБ Лейпцига. И сразу сходу мы видим разгромную победу над Вольфсбургом 4-1. Потом 3-0 обыграли команду в Лиге Европы. Минимально, к сожалению, уступают Дортмундской Боруссии и играют на ничью 1-1 против Фрайбурга. Вот это неудачный отрезок. А вот и заключительный 8-й тур общего этапа Лиги Европы. Матч против Виктории Плезень заканчивается победой РБ Лейпцига 3-1. Ну и что касается общих итогов этого этапа, то РБ Лейпциг уверенно занял вторую строчку, набрав 20 очков, столько же, сколько и Астон Вилла, но буквально на 1 гол по разнице голов уступили. Могли на самом деле лучше, потому что было 2 ничьи против не самых сильных противников, но все равно дальше будет их ждать 1/8 стадия. Что же касается Бундеслиги, то тут у нас победа 2-0 против ФК Аугсбурга, 3-0 в гостях переиграли Кёльн, ну и самое главное, проходят дальше в Кубке Германии, одолев снова команду не из Бундеслиги со счетом 3-1. Потом 2-0 победили Герту, также само 0-3 в гостях победили Шальке 0-4. А Майнц 0-5 и вовсе разгромили со счетом 4-0. Но после такой красивой победной серии уступили Байеру с разгромным счетом 5-0. Это даже хуже, чем проиграли Баварии. Еще и в первом матче 1/8 Лиги Европы сыграли на нулевую ничью против клуба Брюгге. И такая же нулевая ничья была против Штутгарта. Но зато Айнтрахт в гостях удалось переиграть с разгромным счетом 0-4. С таким же, как и дальше Вердер. А вот что случилось в ответной игре против Брюгге, я, если честно, вообще не понимаю. Снова 0-0. Овертаймы также закончились без голов, но по серии пенальти 4-1 на каком-то везении РБ Лейпциг все-таки проходит в этот четвертьфинал. Очень какое-то слабое двухматчевое противостояние получилось. Ну и те же самые нули дальше мы видим в матче против Хофенхайма.
Что же касается Кубка Германии, то на стадии четвертьфинала впервые РБ Лейпциг попадает на команду из Бундеслиги. Это был Фрайбург, и, как вы видите, победа 3-1. В Лиге Европы в четвертьфинале снова РБ Лейпциг попадает на бельгийскую команду, и снова матч заканчивается 0-0. Ну и уже очередное поражение от Баварии 1-2. Еще и второй раз в сезоне играют на ничью против Хайденхайма 1-1. Зато как все замечательно в Кубке. В полуфинале одолели Вольфсбург со счетом 3-0. А потом в ответной игре против Гента переиграли их со счетом 4-2 и проходят в полуфинал. У Бундеслиги же забирают 3 очка против Боруссии Мönchengladbach, победив 2-1. Но, к сожалению, в заключительном туре минимально уступают Юниону Берлину. Что же касается полуфинала Лиги Европы, то там дальше достается Донецкий Шахтер, и уже в первом матче они хоронят 4-0. Ну а ответная игра тоже заканчивается победой 2-1. Ну и сразу после этого финал Лиги Европы, где, как вы видите, просто без шансов разнесли Лиссабонский Спортинг с разгромным счетом 5-0. Вот он, первый Еврокубок РБ Лейпцига в этой карьере. Не знаю, почему финал Кубка Германии был сыгран после финала Лиги Европы, но там был реванш против Юниона Берлина, но в заключительном туре они проиграли с минимальным счетом, а в этот раз выиграли 1-4 и еще и забирают и этот трофей. Как же было бы круто, если бы они еще и выиграли чемпионство, но, к сожалению, нет. Но все равно очень солидный результат, заняли топ-2, 70 очков. Чемпионом, кстати, становится Леверкузенский Байер, 71 очко. Буквально одного очка не хватило РБ Лейпцигу. Это лучшая позиция РБ Лейпцига в этой карьере за эти 10 сезонов, вторая строчка. Но, что любопытно, по очкам они как-то раз набирали 72 очка. Но при этом тогда они заняли топ-3, вот это очень удивительно. В гонке бомбардиров 4-ю и 5-ю строчку занял игрок РБ Лейпцига Витор Роке, забивший 27 голов. Ну а по голевым передачам предсказуемо лучше всего себя показал Ян Диаманде, который разделил 3-ю и 4-ю строчку с игроком Вольфсбурга, 15 ассистов. Насчет Лиги Европы мне особо показать нечего, потому что, несмотря на победу в Лиге Европы, оказывается, игроки РБ Лейпцига в гонке бомбардиров и среди лучших ассистентов вообще не выделились. Результаты РБ Лейпцига мы увидели, а вот что происходило в это время с их составом, давайте посмотрим, какой состав был в начале этого сезона, ну а как он в итоге изменился. Прогресса существенного особо и не произошло, рейтинг средний все так же остается 84, средний рейтинг стартового состава 84,6, вот здесь они спрогрессировали по плюсам, минусам получилось плюс 8. Неплохо, но не так, что прям что-то выдающееся. А вот что действительно выдающееся, то что уже в стартовом составе РБ Лейпцига числится 5 футболистов, прошедших через нашу молодежную академию. До этого было 4, и это на самом деле круто, но это все те же игроки с рейтингами 84. Нам почему-то игра не генерирует гораздо лучше игроков, когда-то давно генерировала, но позже сам РБ Лейпциг их продал, так что здесь пока что какого-то продвижения особого нет. Но что касается моего Red Bull Зальцбурга, за который я играл, то у нас получился тоже довольно интересный сезон. Во-первых, мы снова стали чемпионами, уже 4-й сезон подряд, это круто, но при этом полный антирекорд по очкам, 69 очков. Мы набирали раньше 73 и занимали топ-2, а тут 69 очков и в итоге чемпионство. Странно получилось, но другие команды еще слабее сыграли. Самое крутое то, что мы и хорошо себя показали в Кубке Австрии после провалов 2 сезона подряд, когда мы вылетали в 1/8 стадии, здесь мы победили и тем самым взяли золотой дубль впервые с первого, кстати, сезона этой карьеры. На самом деле, очень похожая ситуация получается с РБ Лейпцигом. В прошлом сезоне они тоже не особо хорошо себя показывали, по-моему, вылетали даже от одной и той же команды, не из Бундеслиги, но тут вдруг выиграли кубок. Как и у нас. Мы вылетали в 1/8 дважды, и тут выиграли кубок. Ну и мы также набрали мало очков, но взяли чемпионство. РБ Лейпциг, к сожалению, не взял чемпионство, но набирал в этой карьере больше очков, но при этом занимал ниже позицию. Вот здесь аналогии получились интересными. Что касается Еврокубков, то тут для нас было лучше разве что в статусе турнира, потому что играли мы в Лиге Чемпионов, заняли довольно-таки приличную 13-ю позицию общего этапа, благодаря чему, опять же, наш путь начался с 1/16 стадии, где нам откровенно повезло с противником Мальмё ФФ. Переиграли 4-0 в первом матче и 1-0 во втором матче. Общий счет 5-0. В 1/8 стадии нам попадается Бавария, кстати, команда из того же чемпионата, что и РБ Лейпциг. Первый матч мы проигрываем с треском 3-0, но даже так не отчаялись и выиграли ответную игру 2-0. Но этого оказалось, как вы понимаете, мало. Во всяком случае, мне очень понравился этот сезон. Наконец-таки что-то существенно хорошее получилось у РБ Лейпцига. Выиграли Лигу Европы, выиграли Кубок Германии во второй раз в этой карьере, если что. Первый раз они выигрывали его в первом же сезоне. И надеюсь, что прогресс команды будет дальше продолжаться. Во всяком случае, 10-й юбилейный сезон получился шикарным. Но не менее шикарным, я надеюсь, получится и следующий сезон. Ну а каким именно он получится, вы увидите в следующем выпуске. Надеюсь, это видео вам понравилось. И если это
это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом, нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успеха и надеюсь увидимся в следующих выпусках.